Идем, друзья, на съезд за прицепом. В общем, задачка у нас сейчас найти фирму. А в ноутбуке я не успел. Дозагружается как раз видео, которое, я думаю, вы уже смотрели. Так, в какие ворота мне где куда заезжать? Я так понимаю, в следующее, потому что Мильгард. Сказали, да, будет просто накинута цепь, но он не закрыт. Я там видел какой-то прицеп. Да, вот он. Да, он и есть. Ну что, идем знакомиться. Всем привет, друзья! Я нахожусь в Норвегии. Второе мое видео. Первое видео было в Швеции, второе в Норвегии. Значит, еду на выгрузку 30 тонн. Прицеп у нас идет изотерма. Как видите, холодильника у меня нету. Шведская логистика. Прицеп 2014 года. Экери. Это финские прицепы. Делаются они для Скандинавии. Что могу вам про него сказать? Скажем, мы больше на выгрузке. Откроем двери все, когда буду выгружаться. Ну а так, просто пройдемся. Ящички. 3 ящика нашел. Я, кстати, в одном из ящиков управление... Кто может долго искать, управление у нас нашей подвеской, то есть, да, уровень, где стопорить прицеп, у нас находится здесь. Вот так вот разделено. Значит, сзади у нас сдвоенные плафоны, верхний ряд поворотники задним ходом, нижний стопачи и туманки. Также задние фонари. Кстати, еще тоже, я их не проверил, работают они или нет. Прицеп немножко сочетается с машиной, поэтому мне немного повезло. В кадре должны хорошо смотреться. Ну а нахожусь я по традиции на обычной норвежской стоянке. Для Норвегии обычной, для Европы совсем необычной. Вчера я приехал, и она, в принципе, как сейчас у меня за спиной, она точно такая же и была. То есть пустая. Здесь рядом магазин Рема 1000, туалет, душ. Душ, правда, платный, 5 евро. Но если вы заправляете здесь, то душ будет вам бесплатный. От скольки литров, не знаю. И напротив находится циркуль, который... Там стояли машины, но мест пустых тоже было много. Сейчас я достаиваю 9 часов и стартую туда за своим кофем, так как кружка у меня действует до конца года. Сеть заправок X, Y, YX, Uno X. Короче, кто как называет, я могу вам предложить называть их в моих видео «Ух». Где нахожусь? На заправке «Ух». Вот так. Все, поехали за кофе. Я вам неспроста показал цены, просто чтобы вы понимали, какая
колоссальная выходит экономия, если вы покупаете кружку на год себе, в начале года тем более. Тем более, как я говорил, что можно покупать ее уже в начале декабря, и вы получаете, ну, считайте, да, месяц дополнительно. То есть на 13 месяцев вы платите 45, там, 50, пускай евро, и вы 13 месяцев бесплатно пьете кофе. На Циркуле качественное, хорошее кофе. Ну, я как-то говорил уже, что я не такой гурман, но мне оно очень нравится, как бы. Поэтому у каждого, как говорится, дело свое. Ребят, прямо сейчас ожидаем первую 1000 пройденную этой Scania. Все, ура, ура. Итак, средний расход у меня сейчас на 1000 километров 24,2 литра. Еду я по 18 дороге в сторону Ставангера. Ну и мне по секрету сказал мой хороший товарищ Евгений, у которого тоже Scania, что у меня еще обкаточный период. Ну и вроде как потенциал немножко ее больше должен раскрыться. Ну, посмотрим. Вместе с летним сезоном открыт сезон и кемперов. И вот голландские номера. Я его при первой возможности обогнал уверенно и оторвался. Но у меня был затяжной подъем, на котором он меня обгонял. Притом он обгонял меня не очень, так сказать, интенсивно. То есть он мог неплохо и сзади проехать, зная о том, что он опять будет плестись передо мной. Ну что, друзья, первый контроль. Столик снимаем, потому что в Норвегии запрещено. Я, кстати, на границе заехал на Свинесунде и спросил у транспортника, ну, чтобы уже на 100% знать, можно или нельзя. Мне четко сказали, что даже если оригинальный столик, то нельзя в Норвегии все равно. Вот, ну что, сейчас проверим. У меня максимальный вес загружен. Прицепы эти Экери, они тяжелее обычных, естественно. Вот, ну и сейчас посмотрим, что у нас будет по осям, совпадает ли у меня с моим компьютером. Весы сплошные, но разделены на секции, то есть все равно каждую ось отдельно покажет. Yes. No, I from Belarus. Да, да, да. О. Да, 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 да. Какой груз? Power Big, строительный материал. Капота нет? Не-не-не, первый раз в Норвегии. Да. Где ты загрузил? В Швеции. В Швеции на Норвегию? Да. Понятно. Можно ехать. Спасибо, до свидания. До свидания. Ну что, ребята, видали, какой сервис? Даже на русском разговаривают. Мне как-то однажды на севере попадался тоже транспортник, который так вот разговаривал по-русски немножко. Ну, это я считаю вообще даже не немножко, а нормально вполне. Все, новый грузовик, шведский прицеп, документы в порядке на прицеп. По весам все хорошо. Камера вторая упала, отлично. Можем ехать дальше. Вот я и приехал на выгрузку. И тут же сразу и загрузился одним и тем же. И поговорим с вами, собственно, что за прицеп. У нас с вами Экери. Экери, финский прицеп. Работают они в основном в Скандинавии. Даже, так сказать, это самые распространенные прицепы в Скандинавии среди местных перевозок. У нас имеется две створки, между ними перегородка. Перегородка снимается очень легко с помощью вот такого механизма и отходит она так. Смотрите, чтобы по пальцам вам не дало. Здесь такая штучка. Сверху, кстати, тоже нужно попасть еще в специальное гнездо.
Сейчас я это сделаю. Опа! И так же самое назад у нас одной рукой неудобно. Вот, все. Значит, важный момент в этом прицепе, что, точнее, не важный момент, а его самая проблема. Нужно палеты всегда смотреть, чтобы у вас они никуда не выпирали, потому что вы просто не закроете двери. Значит, замки у нас с ремнями обычные, только вход у них совсем другой. Есть такие гнездышки, они где-то метр от метра каждые. Также есть стопора, но у меня только один. Я думаю, кто новые прицепы получает, у тех должны быть все они на месте, эти стопора. Механизм здесь роликоподшипниковый. Все створки сдвигаются на роликах. Сейчас мы с вами попробуем закрыть одной рукой двери. Значит, здесь такой у нас тоже идет стопор двери, чтобы они у нас не откатывались в обратную сторону, когда мы загружаемся. Сейчас я немножко надавлю. И опачки. Все получилось. Здесь крюки идут, которые должны заходить в каждый из этих пазов. И, кстати, бывает такое, я лично сам встречал, когда вот эти штучки откручиваются, и у вас начинаются проблемы, так? Это одна из первых проблем. Итак, у нас закрыто все. И самое важное, что у вас нигде никаких не должно быть зазоров. То есть и выпуклости, да? Все, у меня здесь все ровненько, здесь зазоров нету. Сверху все у меня ровно, поэтому спокойно могу закрываться и ехать, так? Свет в прицепе, установлены лампы, таких дома у меня нету. Надо будет проверить, как она горит. Включение света у нас также в крайнем ящике. Вот в этом ящичке кнопка нажимается и включается питание. Значит, я долго ходил, искал, как у меня поднимается этот мост. То есть он у меня подъемный, я сразу это видел. Ну, практически все якери идут с подъемными мостами. И ломал голову, где же, как его включить. С кабины не включается. Здесь ничего нету. В том ящике, где управление, тоже ничего нету. Ну и как вы думаете, где он был? А он был в этом ящике. Я в нем 1000 раз лазил, но не видел. А все оказывается, вот мы смотрим ящик, ничего нету. И вот. Я просто не понимаю вообще, откуда он здесь. И все, тем самым мы можем... То есть, ну, он включается в одном положении. Либо ты его включишь, либо ты его выключишь. Вот и вся технология. Весь прицеп у нас разметрован по метрам. Влазит в него стандарт, то есть 33 палета, как в обычный рев, если я ничего не попутал. Значит, проблема этих механизмов, что они требуют тщательного обслуживания. И в случае где-то что-то, если не так у вас пойдет, то есть ролик какой-то что-то там заглючит, сломается, заклинит, то есть все, вы двери просто не закроете. Поэтому эти прицепы самые прихотливые и самые требуют обслуживания. То есть должно быть все смазано, там вовремя заменены все эти механизмы. Еще огромная проблема — работа при ветре. Нужно располагаться, смотреть, куда дует ветер, потому что могут быть у вас проблемы так как и с закрытием дверей, так как и с открытием дверей. Еще одна проблема, что вы можете где-то не открыть двери, а где-то можете не закрыть двери. И причина будет тому, что просто у вас стоит криво тягач с прицепом. Понимаете, да, о чем я? То есть вот у меня сейчас он даже стоял как бы под наклоном, но у меня нормально все закрылось, открылось. Но будь у вас там хоть какое-то колесо где-то в яме, где-то еще что-то, то есть там, да, плюс где-то какой-то ролик там подглючивает, и все. То есть у вас
не закроются двери, поэтому, в общем, что нужно смотреть, все эти, чтобы были целые все уши всегда и целые все механизмы. Работать, конечно же, с ним будет проще, ну, хотя, опять-таки, в чем-то. Когда придет зима и вот эти вот ветреные загрузки, выгрузки, там, конечно, вот немножко проблем возникнут. А так, в целом, отлично. Прицеп 2014 года. Этот осмотр он у транспортников прошел, поэтому нормально, работать можно. Очень важный момент, нужно следить при погрузке и выгрузке крайних полей, то есть передних и задних, потому что карщик может ударить в двери, он может их погнуть, если он сильно там на гашетку надавит. Также он может выломать вам эти стопора дверей, это очень легко, поэтому обращайте на это пристальное внимание. Заехал на заправку AdBlue заправить. Ну, естественно, я на грузовой заправке. И видно, кто-то сразу с окна выкидывал. Возможно, в таком же состоянии и есть. Значит, важный момент. Дверьки, когда вы открываете полностью до конца, ручки все вот эти вот должны быть закрыты. Почему? Потому что вы ударите в кабину. Вы побьете себе, поломаете кабину. Ну, поломать-то не поломаете, но трещину можете сделать, мятину, то есть, точнее, если я ничего не путаю. Нет, все-таки оно идет в крыло, крыло у нас пластик, поэтому пластик мы можем поломать. Эти у нас уже идут алюминьки, здесь они погнутся, но дверьки у нас вот до сюда достают. Все, вроде бы я все рассказал, все, что мог, основные его моменты и проблемы. Если где-то что-то вспомню, буду дополнять, также в комментариях пишите, что к чему, если я где-то что-то упустил про него. Один Мерс не в тему, а так отряд сканий на любой вкус.